Вы должны молчать и слушать. Молчать и слушать, что вам говорят. Всем привет, друзья! У нас сегодня будет на обзоре вот такой вот заточной станок для цепей бензопил под маркировкой PGSS 220. Значит, приехал к нам этот станочек под брендом Osen Pro, как вы видите. Ну и вот, соответственно, в такой вот коробке. Значит, коробка приехала практически целая. Немножко низ коробки пострадал, но все внутри очень-очень даже целое. Итак, давайте смотреть характеристики. Значит, станок, тип станка для заточки цепей. Модель PGSS 220, вольтаж 220-240, 50-60 Гц, 220 Вт, 8500 оборотов в минуту, что мы с вами, соответственно, проверим. Вот. И размер диска, который идет в комплекте, у нас 100 на 10 на 3,2 мм. Диска, по-моему, здесь можно ставить двух видов. Ну, давайте посмотрим в паспорте, что у нас сказано. Вот так все у нас, друзья, упаковано. Кстати, друзья, продавец просто замечательный человек. Он при отправке данного станка мне написал, что: друг, извини, если диск придет поврежденный. Вот. Сразу как бы извинился, видимо, уже не первый раз почта эти диски ломает. Но диск приехал целый. Я ему написал: друг, я все получил. И первый его вопрос: друг, диск был целый или нет? Я ему сделал фотографию, отослал. Говорю, все приехало целое и отлично. На что он сильно обрадовался. Итак, в коробочке у нас есть адаптер для цепей. Вот так это все выглядит. То есть этим адаптером мы устанавливаем градус заточки и сюда закладываем для работы нашу цепь. Так, ну да ладно, все по порядочку. Сама, друзья, машинка. Здесь у нас находится инструкция и ключик. Все, коробка у нас пуста. В коробке у нас ничего больше нет. Давайте смотреть все по порядочку. Вот такой вот ключик. Значит, такая вот инструкция. Смотрим инструкцию. Все красиво, книжка. Вот, все в иллюстрациях, то есть что, как, зачем мы должны с вами здесь делать. По языкам у нас здесь английский язык, тоже все проиллюстрировано, видите, все досконально, просто и понятно. Английский, хлоп. А вот вам, вот даже отсюда. Здесь пол инструкции английский, пол инструкции русский язык. То есть все буквально на русском. Все понятно, все расписано, показано, описано. Никаких проблем не составит, соответственно, прочитать инструкцию и начать пользоваться. Ну, я вам все это дело покажу. Значит, друзья, я пользуюсь уже более 10 лет точно таким станком, немножко в другом дизайне, но все просто идентичное. Единственный минус к этому станку: китайцы, как всегда, экономят на проводе. То есть у нас, видите, какой обрубок провода. Вот, и я думаю, этот провод, конечно же, будет под замену. И сюда нужно стандартный провод размерностью хотя бы метр, а лучше 1,5. Вот. Ну, либо, кого сильно не напрягает, пользоваться просто удлинителем. И все проблемы как бы отпадут. Значит, есть у нас этикеточка. Вот, кстати, на этикетке я вам и рассказывал, что можно установить диск не 3,2 мм, а толщиной 4,5 мм. Видимо, это для каких-то других цепей. Но я не знаю, я пользуюсь тоже 3,2 мм. Опять же, 8500 оборотов, 220-240 вольт, 50-60 Гц. Вот так вот выглядит, друзья, наш станочек. Так, давайте покажу, как и что установить этот адаптер. То есть откручиваем винт, это не винт, а гайка-барашка. Устанавливаем в это отверстие данный винт. Или болт, как здесь будет правильно, не знаю. Снизу устанавливается вот эта вот гаечка а-ля барашек. Немножко поджимаем. Далее переворачиваем. И здесь мы видим, друзья, с вами шкалу. То есть у нас 30, 0 и 30 градусов. Устанавливаем, допустим, в это положение на 30 градусов. И фиксируем снизу вот этим вот винтом или гаечкой-барашкой. Все, станок у нас почти готов к работе. Но для работы на данном станке нам нужно его, во-первых, закрепить на стол. То есть не в таком положении, а именно, допустим, вот у нас стол, столешница, и мы крепим его вот так, не закрывая, вот так нельзя закрывать. Так как в это отверстие у нас будет падать цепочка, цепь проходить. То есть на сам край стола, вот так закрепляем.
Я думаю, понятно. Два отверстия крепим, обязательно крепим. Так просто на столе вы работать не сможете. Так, здесь показал, здесь показал. То есть сюда у нас закладывается цепь. Это упор для зуба цепи. Это непосредственно фиксатор для цепи. Я обычно не пользуюсь. Делаю здесь плотненько, чтобы цепь так плотненько ходила. И не зажимаю. Ну, кто-то будет, допустим, учиться. Лучше, конечно, зубчик подвел. Поджал для надежности. И точи, работай. Вот здесь у нас регулировка. Сколько нам нужно зуба снять, либо зуба оставить. Все подводим, регулируем. Я потом в гараже покажу, но сейчас наша задача установить наш заточной диск. Итак, откручиваем два винтика, вот эти вот барашечки тоже. Снимаем, вытягиваем вниз стеклянный прозрачный кожух. Берем наш комплектный ключик. Взяли ключик, вот нам надо этот ключик. И видите, у нас слева и справа есть гаечки. Отпускаем данные гайки. Приотпустили и аккуратненько снимаем вот этот вот кожух. Он держится всего лишь на двух таких вот зацепчиках. То есть прижимается гаечками двумя. Сняли кожух. Берем что-то наподобие такого вот ключика. И смотрите, у нас вал стоит, видите, в валу есть отверстие для фиксации вала, сквозное. То есть если я его сейчас прокручу, видите, я его закрываю. Значит, устанавливаем вал вот таким образом, сквозняком. И какой-либо инструмент сюда, отвертку там тонкую, блокируем вал. После чего откручиваем нашу гаечку, снимаем шайбу, одну только шайбу, эту оставляем. Вставляем диск, вставляем шайбу, не этой стороной, а именно этой. И зажимаем гайку. Берем ключик. И фиксируем гайку. Ключик, я вам сразу скажу, это неудобный. Лучше взять нормальный ключ на 13, по-моему, здесь. Или на сколько, или на 14. Видите, он вообще неудобный ключ. Но мы с вами зажмем комплектным ключом. Поджимаем так довольно хорошенько. Все-таки это абразивный инструмент. После чего сразу же не забываем вынять наш фиксатор, чтобы нам не включить все с фиксатором. Опять берем кожух, аккуратненько одеваем наш кожух. Желательно, чтобы он попал в свое место под гайку. Хоп, хоп. Берем опять ключик, фиксируем наши гаечки. Без фанатизма. Чуть-чуть прижали и достаточно. Чуть-чуть прижали, достаточно. Обязательно, друзья, пользуйтесь кожухом защитным. Вот так вот он вставляется. Кожух можем отрегулировать на полдиска. Также можем закрыть почти диск. То есть вам надо будет самим уже регулировать, чтобы, видите, он не упирался в наш упор. Ну, я вот так вот примерно работаю в приподнятом состоянии. Все, закладываем нашу цепь и, в принципе, работаем. Нам осталось измерить обороты. Для чего мы будем клеить с вами наш маркерок отражающий. Так, вот я взял наш отражающий маркер. Клею его на диск. Да чтоб ты провалился. Ну ты смотри. Так, клеим на диск. Берем лазерный тахометр. Так, сразу я сделаю запуск нашей машинки. Для того, чтобы убедиться, что все безопасно. Устанавливаем так, включаем. Клавиша включения у нас находится здесь. Так, ну что, берем наш тахометр, включаем и поехали мерить обороты, друзья. Так, я вот так приопущу, ну постараюсь, чтобы вам было видно как-то. Ну что, поехали.
7000, почти 300 оборотов. Не хватает, считай, 1200 до заявления. Не знаю, с чем и как это связано, но, судя по оборотам на глаз, как говорится, и по оборотам, и по звуку, эта машинка работает точно так же, как и моя. Поэтому точить цепи она однозначно будет. И это мы с вами сейчас, соответственно, пойдем в гараж и проверим. Вот я замеряю расстояние крепления в своей машинке и в этой. Если совпадет, я прикручу, соответственно, место своей. Если не совпадет, будем химичить какую-нибудь там доску или что-то в этом роде. Вперед в гараж. Значит, друзья, смотрите, вот две машинки. Полностью все совпадает. То есть, как я и говорил, все буквально идентичное. Отличается немножко корпус. Вот моя машинка. Вот эта машинка, видите, у нее ручка такая. У меня ручка такая. А так все идентичное. Значит, сейчас я перекручу данную машинку на место своей и покажу вам, как ей пользоваться. Итак, друзья, перекрутил я станок. Станок у меня стоит на краю стола, жестко мертво. Вот, берем нашу цепь. Вот наша цепочка, тупая старая цепь. Значит, что делаем? Отводим наш упор. Приотпускаем здесь, чтобы наши эти пластиночки, видите, они расходились. И чтобы туда между ними упало вот это вот приводное основание нашей цепи. И просто одеваем цепочку вот сюда и по всей длине. Все, наша цепь здесь упала. Вот. Причем, обратите внимание, цепь ставим режущими кромками навстречу диску. Не вот так, а именно вот так. Так как точить нам только надо режущие диски, режущие кромки, а не наши пятки. Итак, устанавливаем нашу цепь между пластинками. Наблюдайте внимательно. Вот. Как же узнать, какой зуб нам нужно точить? Значит, подводим зуб. Допустим, давайте вот этот. Прикладываем к режущей кромке нашу линеечку и видим, что у нас получается перпендикуляр к диску. Это не есть правильно. Ищем зуб. Вот, допустим, первый попавшийся. Прикладываем линейку к режущей кромке, опускаем диск, и мы видим, что наша линеечка параллельно нашему диску. Это, друзья, наш зуб и наша сторона. После чего опускаем упор. Зуб подводим в упор. Здесь немножечко поджимаем пока. Чуть-чуть. И начинаем приопускать наш диск. Видите? Очень большое расстояние. Я возьму этой рукой. Подводим этим вот винтом, вот этим вот основанием, то есть нашим упором зуб к нашему диску. Крутим, крутим, подводим. Вот. И наш уже диск начинает немножечко цеплять наш зубчик. Я делаю еще там полоборотика. Вот примерно так. И так оставляю. Значит, для тех, кто первый раз пользуется, вы можете, конечно же, все это заблокировать и зажать данным винтом. Все, у нас цепь неподвижна, зуб стоит неподвижен. И еще раз проверяем. Все, и у нас здесь цепляет. Все, друзья, можем точить. Включаем машинку, осторожно уши. И затачиваем, делаем заточку зуба. Я вижу по кромке зуба, что у нас немножко зуб обломан. Поэтому я делаю, немножко приотпускаю и немножечко еще доворачиваю вот этот вот винт. То есть подвигаю зуб, чтобы его немножко больше снять. Потом опять зажимаем, фиксируем. Опять включаем машинку. И производим заточку. Многие спросят, а как же, можно же глубже пропилить? Да, друзья, можно, но для этого у нас здесь, в этой части, вот он, надеюсь, вам виден, вот я его пальцами держу, находится упорный винт. То есть винтом регулируем так, чтобы нам глубже никак не уйти. Вот, крутим, подворачиваем. И у нас этот винт будет являться упором. Видите, больше я уже не могу подвинуть. Самая кромка зуба. Значит, регулируем, чтобы у нас был диск наш падал на всю глубину зуба. Все, так и оставим.
Один зуб мы с вами заточили, приотпускаем, поднимаем упор и перескакиваем через зуб. То есть нам нужны зубчики с нашим углом. Опять ставим упор, опять фиксируем. Допустим, в моем случае, я уже не фиксирую. Немножечко прижимаю, чтобы у нас цепочка, видите, легко скользила. Просто здесь вот цепь держу рукой и включаю, точу. Выключили. Опять переехали через зубчик. Опять нашли наш зуб с нашим углом. Включили. Включили, заточили. Значит, друзья, и так проходим буквально все зубчики с нашим углом. Для того, чтобы заточить нам вот эти зубья с другим углом, отпускаем снизу винт-барашку и перекручиваем 30 градусов в другую сторону. Вот у нас это значение. У нас есть. И смотрите, диск у нас совпадает. Все, включаем машинку. Делаем заточку. Поднимаем, опять зуб пропускаем наш заточенный уже якобы. Опять делаем упор, включаем. И так проходим два круга. То есть один круг на одних 30 градусах, второй круг цепи на вторых 30 градусах. И добиваемся нашей заточки цепи. Так, вот наш заточенный зубчик. Давайте посмотрим, что с ним получилось. Надеюсь, будет видно. Видите, как кромочка блестит. Все заточено. После этого наша бензопила будет идти ровненько, а не будет уходить в одну из сторон. Все, друзья, надеюсь, вам все показал и рассказал по данному агрегату. Шикарный агрегат, как я уже сказал, своими пользуюсь больше 10 лет. Приезжают и родственники, и знакомые, и друзья точить ко мне. Стоит единственный диск, который я сразу установил. Как бы ему сноса нет. Вот. И все получается замечательно. Поэтому очень сильно рекомендую для тех, кто все время точит цепи напильником. Не быстро, неудобно, плюс мы угол точный не держим. Все эти адаптеры, которые накладываются на полотно цепи, я считаю, это, ну, как бы хорошо, конечно, в самых там походных условиях, но если есть дома гараж, есть дома машинка, встал, уделил минут 10, допустим, на заточку цепи, одел на пилу и поехал работать. Или пошел. Просто замечательно. Все, друзья. Ссылку на данный станочек я, как всегда, оставлю в описании под видео. Всем огромного здоровья. До новых встреч. До новых видео. Пока. Желаю, чтобы все.